Итак, всем привет! Подходит Новый год, а вместе с ним хлопоты, задачи, озадачивания семейные и так далее. И поэтому творчеством заниматься пока что некогда. Ну и чтобы канал не простаивал, я решил показать вам, что я приобрел себе, скажем так, сам себе подарок на Новый год. А именно удлинитель на катушке 30 метров и светодиодный фонарь для освещения своей мастерской, который уже нам сейчас место съемки освещает. В начале первой части мы пройдемся по катушке, характеристики, попробуем ею варить, попробуем в смотанном состоянии болгаркой поработать, в размотанном варить. И во второй части покажу, как я поставил, установил светильник 100-ваттный, который мне освещает теперь один светильник, он освещает всю мастерскую. Вот так вот. Короче, экономия энергии обалденная. Но это дальше. А сейчас катушка. Возможно, кто-то меня спросит, почему я постоянно выбираю электротехнические товары компании ИЭК. Потому что у компании ИЭК на всей ее продукции стоит вот такой вот значок. Народная марка. Этот значок просто так не напечатать. Есть государственная премия, которая называется «Народная марка». И вот именно по опросам покупателей, пользователей, не только по опросам, а по заполненным анкетам, которые есть в Фейсбуке и так далее, много где. И именно вот оттуда берутся данные, какой товар является народной маркой. Так что компания ИЭК, это, я уже убедился, что это действительно народная марка. И я бы с удовольствием также свой голос отдал бы за эту компанию. Потому что я уже пользуюсь некоторыми товарами, и все нормально, я доволен, все удачно. Ну а теперь катушка. Так, пробежимся по характеристикам. Катушка металлическая полностью. Что ручка, подножка, что сам каркас катушки. Что уже вызывает доверие. Потому что, пользуясь пластиковыми катушками, вот честно сказать, мне не нравятся они. У них очень большой люфт постоянно, сразу с завода. И когда ее разматываешь, кажется, что она сейчас за тобой побежит. Вот. Тут люфта никакого нет. Все плотно, все хорошо, прелестно. Дальше кабель. Кабель идет. Так, сразу скажу, да, название, что в каталоге она обозначается УК-30. Вот. Кабель идет с литой вилкой. Резиновый кабель. Сечение 1,5 квадратных миллиметра. 3 на 1,5 квадратных миллиметра. То есть этот кабель идет с заземлением. 3 провода. Резина отличная, убедился сам. Вот сейчас на улице минус. Нормально. Короче, отлично. Дальше. А дальше все характеристики, в общем-то, вы видите перед собой. 30 метров, 250 вольт, 16 ампер выдерживает. Термозащита есть. Максимальная мощность, которую выдерживает 3500 Вт, 3,5 киловатта. Защита от влаги и пыли, IP44. Вот. Дальше. Вот это же как раз таки вся защита и есть. Защита также и внутри есть, то есть не сквозные отверстия в контакты, а там пластиковые вставки есть, которые при нажатии вилки отгибаются в сторону. То есть полная защита действительно. Потому что такие катушки в основном, где мы работаем? Болгарки, сварки и так далее, на улице, пыль, ветер. И как раз вот эта защита, она очень помогает сохранить катушку. Термозащита есть, стоит. Мы сегодня ее даже проверим. То есть сварка я попробую варить, сработает или нет. Конечно, я не буду стараться ее напрягать, чтобы она сработала. Электрод сожгу, такой мини-тест будет. Электрод сожгу, сработает, нет, посмотрим. Кнопка отбоя термозащиты. То есть сработала, когда защита. Потом остыла. Как на фильтре сетевом. Так, что тут еще такое рассказать? Да, еще. Смотрел обзоры на ютубе. Про катушки. Таких я не нашел. Между прочим, я вообще не вижу рекламы компании ИЭК. Скорее всего, это тут срабатывает народная мудрость, что хороший товар в рекламе не нуждается. Потому что без рекламы получили народную марку, это надо заслужить. Так вот, глядя на ютубе ролики,
один комментарий прочитал человека, для чего вот этот флажок. То есть он написал, в комплекте был флажок, для чего это? Другой ему отвечает, что этот флажок типа вот так он должен стоять, и при положении на земле, вот типа он защищает там как-то катушку. Но это глупость полная. Флажок этот для того, это тормоз. Когда он опущен вниз, он катушку не держит. Все свободно. Отмотали сколько нужно вам. Если вы, конечно, пользуетесь чем-то маломощным, не сваркой. Сваркой нужно будет разматывать постоянно на всю. Например, там какой-нибудь маленькой болгаркой или дрель. Отмотали сколько нужно, и вам не нужно, чтобы катушка сама разматывалась. Кверху задрали, все, катушка застопорена, она уже просто так не крутится, она уже тянется, но она не крутится. Именно для этого этот флажок и есть. Так, ну что, продукт простой, и поэтому, в общем-то, по характеристикам тут сильно бегать не надо. Удлинитель и удлинитель. Главное, что он качественно сделан. Люфта вообще нет. Я уже флажок убрал. Да, флажок убрал. Никаких люфтов. Сидит плотно. Хотя крутится свободно. То есть тянуть можно смело. И она разматывается, катушка. Все хорошо, не падает на бок. Короче, все удачно сделано. Ну, не зря написана серия Professional. Для профессионалов, коим я не являюсь. Но я себе все равно такой взял. А теперь будем тестить. Сначала я ее размотаю, сваркой поварю, а потом опять смотаю и попробую попилить болгаркой 180. У нее мощность 1800 Вт. Эта катушка рассчитана максимальная 3500 в размотанном состоянии, в смотанном 1750, то есть в 2 раза меньше по характеристикам. И получается, я еще на 50 Вт превысю допустимое, ну, когда буду пилить болгаркой. И посмотрим, сработает ли термозащита или все-таки выдержит. Так, вот, подключил я сварку. Все, видно, что провод идет в катушку. Сварку сейчас подключаю. Прикрою я ее фанерой, чтобы искры до нее не попадали ни на катушку, ни на сварку. И варим. Электрод тройка. 100 ампер. Ну вот, выдержала. Так, ну что я вам хочу сказать по сварке, что я варил в размотанном состоянии. Посмотрел технические характеристики сварочного аппарата своего инвертора. У него эффективный потребляемый ток 22 ампера. Я так понял, что она у меня 190. 190 ампер, если я включу на всю мощность, будет 22 ампера потреблять. Я варил на 100 амперах. Тройкой, то есть запросто варит 100 ампер. Ну, на 100 амперах. То есть примерно половину мощности. И получается, что тройкой варя я не набираю из сети, ну, мощность, скажем так, ну, около 3, наверное, киловатт получается. То есть если варить тройкой, то превысить и невозможно даже вот эту нагрузку, которая допустима на этой катушке. Смело можно ею пользоваться и не боясь, что когда-то превысите нагрузку. Если резать 4, тогда уже, скорее всего, будет превышение. Может быть, защита сработает. А тройкой, короче, можно не бояться. Поставил я шлифовочный и сейчас попробую максимально нагрузить болгарку.
Ну, вы, наверное, видели сами своими глазами, что нагружал я ее хорошо. И пропил получился даже шлифовочным. Больше полусантиметра. Конечно, это дурость, то, что я сейчас сделал. Но это только для теста этой катушки. Короче, все выдерживает. В обычном режиме защита не срабатывает. Катушка выдерживает, все нормально. А теперь переходим к светильнику. Итак, плавно перешли к фонарю. Фонарь я выбрал этот. Это уличного освещения фонарь. Но я его выбрал для освещения своей мастерской, потому что у нас на работе стоит тоже уличный фонарь в мастерской. И он один освещает все. То есть не нужно вешать по всем сторонам лампы, один фонарь освещает все. И поэтому я решил себе дома тоже также немножко затратиться и сделать, чтобы один был на все. Потому что я посчитал, у меня вот 60 Вт светодиодный светильник над станком, 2 лампы по 90 Вт, обычные лампы накаливания. И вдобавок я еще иногда бегаю и с переноской куда-то посветить больше, когда нужно точно что-то просверлить или там поточить на наждаке. Еще и подвешиваю отдельно переноску. Вот. И поэтому я задумался над тем, чтобы сделать именно один на все. Я сделал для него крепление специфическое. Сейчас, конечно, я вам покажу его устройство. Вот. Ну а пока тоже пробежимся по характеристикам. То есть светильник светодиодный, консольный, уличный. Защита у него IP65 от влаги, пыли, от конденсата, от тумана. То есть обслуживания он не требует никакого. Максимум обслуживания это протереть тряпочкой светодиоды. И все. Панель нижнюю. Дальше. Цветовую температуру я выбрал 5000 кельвинов. Не просто так. Почитал статью одну. Там как раз была таблица всех этих температур. И вот именно температура от 4200 до 5500 кельвинов. Она самая приятная для глаз. Ну и действительно, слегка такой желтоватый цвет. Возможно, камера это не передаст. Скорее всего, в камере будет, я когда вот просмотрю потом, скорее всего, будет обычный дневной свет. Но он и характеризуется как дневной свет. То есть, если меньше 4200, он уже, мозг наш воспринимает именно цветовую гамму эту, меньше 4200 кельвинов, как закат, рассвет. То есть, по характеристикам он более утомляет глаза, и мозг думает, что... Короче, обманывается мозг. Думает, что это закат или рассвет, что-то такое. Выше 5500 кельвинов уже он сильно холодный цвет такой, который больше раздражает уже. А именно вот от 4200 до 5500 кельвинов именно самый такой работоспособность сохраняется именно при этой цветовой температуре. То есть, когда нужна концентрация, внимание и так далее. И приятно для глаз, для зрения. Так, мощность 100 Вт его всего. То есть, получается у меня 3 лампы 240 и плюс переноска. Сколько оно мотает, когда все включено. Или приходится бегать по мастерской, подходишь к одному станку, включаешь, там выключаешь. Вот. И теперь я ушел от этой заморочки. У меня один фонарь будет 100 Вт. Срок службы у него 30 тысяч часов, 2 года гарантии. Световой поток у этого светильника 100 люменов на 1 Вт. То есть 100 Вт значит 10 тысяч люменов. И теперь переходим к самому фонарю. Вот он мой фонарь. Не знаю, навряд ли камера передаст яркость, но когда я смотрю на него, у меня зайчики в глазах. Чего, например, нет от 60-ваттного светодиодного фонаря. Так, дальше. 60 светодиодов. Алюминиевый, дюраль алюминиевый корпус полностью. Так, дальше. Крепление. Крепление у него на трубу рекомендованное 60. Но так как у меня это все не на улице, я поставил трубу 50-ю. И она хорошо подошла. Сверху 2 болта крепежных, контрагается, все. Здесь выемка под трубу есть, то есть она у меня никуда не крутится. Все нормально. Так, ну а теперь надо перейдем к креплению самому. Да, и вдобавок еще, благодаря этому креплению, у меня появился дополнительный штатив для съемок
моих видео. То есть я могу сюда крепить камеру, хоть телефон, хоть камеру. И у меня это все теперь крутится по кругу. Сейчас я покажу дальше. Так, ну вот крепление, которое я сделал для нее. То есть пластина, прикрученная к потолку болтами насквозь. К пластине корпусина прикручена с подшипником внутри, в подшипник запрессован. Ось к оси дальше приварена. Труба, то есть вот эта поворотная труба получается, она на подшипнике ходит. Хотел сделать на втулке, но все-таки решил на подшипнике и не прогадал. Так. Ну а в нее уже вставлена штанга, на которую крепится полностью сам фонарь. И зажим. Делал 2 зажима, но оказалось, что одного вполне достаточно. То есть выставил как надо и зажал. И вдобавок это еще дает мне функцию поворота лампы. То есть я ее куда хочу, туда и поворачиваю. Повернул, зажал. А вы знаете, иногда, что бывают такие случаи, когда нужно лампу направить именно в нужное нам место. И вот как раз эта функция все дает. И все. Вот как раз вам видно сейчас болты крепежные, которые держат штангу. Из-за того, что вся штанга на подшипнике, она бывает не останавливается в том месте, которое мне надо. Ну, то есть устанавливаю над одним станком, а она уходит чуть-чуть. Поэтому сделал вот такой стопор регулируемый. То есть просто подтягиваем болта, упирается в потолок и потом ездит как надо. Такой импровизированный фиксатор. Наверное, не получится показать мне, как меняется освещение, потому что камера автоматически прибавляет, убавляет. Сейчас попробую. Вот освещенно, а вот темно. Не знаю, видно вам будет, нет. Вот, например, сверлильный станок. Вот камера опять прибавила. И вот оно освещение как. Ну, поверьте, вот, видите? Вот, как на самом деле. Ну и вот камера прибавляет. Так же самое на заточном. Ну, опять резко прибавила. И вот оно освещение, какое теперь дает фонарь. То есть один фонарь на всю мастерскую. В этом и есть плюсик, которого я добился. Подводя итог сегодняшнему видео, хочу сказать, что я уже давно научился следовать народной мудрости, что скупой платит дважды. И уже отучил себя покупать вот этот ширпотреб, полуфабрикаты, которыми завалены просто полки наших магазинов, а выбирать чуть-чуть подороже, но зато качественно, и товары, которые будут служить годами. И не думать о том, что где-то там подмотать надо изоленты, где-то там надо чопик какой-то вставить. А именно товар, который у меня, я уверен, он через год будет такой же, как сейчас. Может, только поцарапанный. Вот. И теперь советую вам покупать, если попадется вам где-то на полке в магазине, не пожалейте денег, чуть-чуть переплатить, но вы за это возьмете качество, надежность. И когда-нибудь напишите через год или еще когда-то мне спасибо в комментариях за то, что я вас надоумил брать именно товары этой марки. Все, всем удачи, всем пока. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Хотите дизлайки. Все, всех с наступающим.